В день похорон Кэтрин ее сын Брайан подбежал к ее могиле и со слезами на глазах закричал: «Мама, пожалуйста, спаси меня, они сейчас заберут меня». Когда он плакал, он увидел что-то странное внутри гроба. То, что он увидел, остановило похороны. С самого детства Кэтрин была прилежной и сосредоточенной. У нее было трудное начало жизни, но благодаря целеустремленности и упорному труду она поднялась по карьерной лестнице. Сейчас, в свои 33 года, она владела несколькими автомобилями, домами, успешно занималась недвижимостью и бизнесом в сфере общественного питания. Где бы она ни появилась, на нее все с восторгом оборачивались и смотрели. Никто бы никогда не поверил, что эта яркая женщина когда-то спала под мостом, ходила босиком и целыми днями ничего не ела. Но, несмотря на весь успех, в одной области Кэтрин сделала не самый удачный выбор. У нее было невинное сердце, и она верила, что никто намеренно не причинит ей боли. Она сильно любила и легко доверяла. К сожалению, мужчины использовали это против нее. После нескольких предательств Кэтрин начала разочаровываться в любви. Именно в этот момент в ее жизни появился Гарри, и он показался ей подарком за ее молитвы. Они начинали как деловые партнеры, и через несколько недель Гарри признался Кэтрин в своей вечной любви. Он был опытным и умным человеком, поэтому давал Кэтрин полезные деловые советы, которые помогли ее бизнесу расти. «Ты тот мужчина, о котором я всегда мечтала. Я полюбила тебя еще до того, как встретила», — сказала Кэтрин Гарри однажды вечером. Каждое утро этот мужчина присылал цветы, шоколад или любовные записки в офис Кэтрин. Несмотря на то, каким милым был Гарри, младший брат Кэтрин Маркус был против этих отношений. «Почему ты так слепа, что не видишь, что он притворяется? Ему нужны только твои деньги». Однажды утром брат отругал ее. Маркус очень любил свою сестру, и ему было больно видеть, как мужчины используют ее и бросают. Когда они были маленькими, Кэтрин жертвовала сном, временем, едой, деньгами и всем остальным ради своего младшего брата. Теперь он чувствовал, что самое меньшее, что он может сделать, это защитить ее от плохих парней. Однако всякий раз, когда Маркус предупреждал Кэтрин о Гарри, она просто отвечала, что Гарри не такой, как все. На этот раз все по-настоящему. Он искренне любит меня, и я хочу, чтобы ты порадовался за меня, говорила она брату. Кэтрин и Гарри продолжали встречаться, и вот однажды он зашел в кабинет Кэтрин и попросил ее выйти в коридор. Когда она вышла, увиденное заставило ее заплакать. Группа музыкантов играла ее любимую песню. В этот момент Гарри опустился на одно колено и сказал: «Я буду самым счастливым человеком на земле, если ты согласишься стать моей женой. Кэтрин, ты выйдешь за меня замуж». Сердце Кэтрин бешено колотилось в груди. Она слышала голоса в своей голове, которые кричали: «Скажи «да», но в глубине души чувствовала, что не готова. Она даже не ожидала, что ей сделают предложение, и это понятно, ведь они были вместе всего месяц. Разве все это не происходило так быстро? Несмотря на внутреннее смятение, Кэтрин выкрикнула: «Да, Гарри, я выйду за тебя замуж». В конце концов, разве любовь не заключается в том, чтобы рисковать? Поэтому она решила, что это ее судьба, и поверила, что все будет хорошо. Позже тем же вечером Кэтрин сообщила новость своему брату, и он поздравил ее. Возможно, он все-таки был неправ. Возможно, Гарри был хорошим человеком, подумал Маркус. Когда до свадьбы оставалось 4 месяца, Кэтрин узнала, что беременна. Она не могла поверить, что Гарри скоро станет отцом. Она решила сообщить ему эту новость изощренным способом и приготовила для него особенный ужин. После того, как они поели, Кэтрин включила музыку и сказала:
я скоро вернусь». Затем она вошла в комнату и вернулась с закрытой коробкой. Она встала перед ним и попросила открыть. Когда Гарри это сделал, его глаза расширились от ужаса. Он не мог поверить, что видит положительный результат теста на беременность. С широкой улыбкой на лице Кэтрин сказала: «Я ношу твоего ребенка». Однако ничто не могло подготовить ее к следующему поступку Гарри. Он внезапно пришел в ярость и швырнул коробку. «То, что у тебя в животе, мне не принадлежит. Я женат. У меня есть жена, которую я очень люблю, и 4 очаровательных детей, которые значат для меня весь мир», — прокричал он. Кэтрин не могла поверить своим ушам. На несколько секунд ей показалось, что она находится на сцене, и они с Гарри играют. Только когда она увидела, как он выходит из дома, она поняла, что это реальность. Когда Гарри подошел к двери, он предупредил ее, чтобы она держалась подальше от его жизни. Кэтрин опустилась на землю и выплакала всю свою душу. К счастью для нее, в этот трудный период рядом с ней был ее брат. В положенный срок Кэтрин родила мальчика Брайана, и они с Маркусом дарили ему много любви. Брайана не волновало, что отец не был частью его жизни. Он был доволен заботой и нежностью, которые он получал от своей мамы и дяди. Даже когда дети в школе смеялись над ним из-за того, что у него нет отца, он не обращал внимания на их слова. Он сказал им, что ему достаточно любви его мамы. Кэтрин и Брайан все делали вместе. Любящая мать знала, что сможет преодолеть любые препятствия, если Брайан будет рядом. К сожалению, когда Брайану исполнилось 8 лет, Кэтрин заболела. К сожалению, во время посещения больницы выяснилось, что у нее рак печени. Ей назначили химиотерапию. По прошествии нескольких месяцев все методы лечения перестали действовать, и врачи посоветовали Кэтрин попрощаться со своей семьей. Несколько месяцев спустя Кэтрин скончалась в присутствии своего любимого сына и младшего брата. В тот же день, когда Маркус разговаривал с врачами, в больнице неожиданно появился Гарри и подошел к Брайану. «Привет, сынок, я знаю, что меня не было в твоей жизни. Мне так жаль, но твоя мать не позволяла мне видеться с тобой. Теперь я здесь ради тебя», — сказал он. Но Брайан спрятался за Маркуса. «Ты не мой отец, я тебя не знаю. Уходи!» — закричал ребенок. На следующий день Гарри без предупреждения пришел в больницу и ворвался в палату Брайана. Он схватил маленького мальчика за руки и попытался увести его, но Маркус остановил его и попросил Брайана подняться наверх. После того, как мальчик ушел, Гарри дьявольски расхохотался. «Я заберу все, ради чего работала твоя сестра, включая ее сына», — сказал он и помахал бумагой перед носом Маркуса. Это было фальшивое завещание, составленное Гарри, которое давало ему полный доступ к состоянию Кэтрин. Маркус не мог поверить, что Гарри зайдет так далеко, но был полон решимости выиграть битву. Но сейчас он хотел сосредоточиться на похоронных обрядах своей сестры. 2 дня спустя друзья и родственники собрались, чтобы похоронить Кэтрин. Ее положили в гроб, и все по очереди попрощались с ней. В этот момент Брайан внезапно услышал крики мужчин в коридоре и бросился туда. Оказавшись там, он увидел, как его дядя и Гарри ссорятся, и подслушал их разговор. Брайан услышал, как Гарри громко и отчетливо произнес: «Этот мальчик мой. Я собираюсь забрать его, и ты ничего не сможешь с этим поделать». Ребенок и представить себе не мог, что будет жить с таким злым человеком. Он был так напуган, что бросился к гробу своей матери и немного приоткрыл его. «Мама, пожалуйста, спаси меня. Этот странный человек хочет забрать меня», — плакал он. Через несколько секунд его взгляд упал на документ, лежавший внутри гроба. Хотя он не мог разглядеть бумагу как следует, он увидел свое имя,
написанное на первой странице. Маленький мальчик быстро заподозрил неладное и попросил полностью открыть гроб. Повсюду царил хаос, и священники прекратили похоронные обряды. Некоторые люди даже пытались оттащить Брайана от гроба. Как раз в этот момент появился Маркус и попросил исполнить желание мальчика. Как только открыли гроб, Брайан бросился туда, схватил документ и отдал его своему дяде. Маркус не поверил своим глазам и узнал, что это за документ. Это было оригинальное завещание его сестры. Позже Гарри был арестован полицией и приговорен к тюремному заключению. Согласно первоначальному завещанию, Кэтрин назначила Брайана своим наследником. Он получит доступ к собственности и бизнесу, как только ему исполнится 18 лет, но до этого всем будет управлять Маркус. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.